Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать шопер, который будет сочетать в себе 3 разных узора, даже 4, если включая донышко. Итак, для работы нам понадобится 3 моточка шнура 2 мм. У меня это карамель Baby, цвет печенье. На шопер ушло ровно 2 моточка, и вот что осталось от третьего. Крючок номер 3 у меня, и по желанию это пришивная кнопочка, но я кнопочку не пришивала. Вот и все, и хорошее настроение. В данном видеоуроке покажу, как вязать несколько различных узоров. То есть узором галочки в раскол мы вяжем донышко. По вязанию донышка у меня есть отдельный видеоурок, ссылку оставлю в описании под данным видео. А дальше мы продолжаем вязать 3 разными узорами. Я покажу, как вяжется каждый из этих узоров и как переходить при вязании данных узоров на новый ряд. Так что присоединяйтесь. Так, а заказать вот такой вот шнур можно по моему промокоду. Ссылку также оставлю в описании под данным видео. Промокод на скидочку 10%. Итак, приступаем. Донышко для нашего шопера уже готово. Здесь связано 22 ряда. Диаметр этого круга 23 сантиметра. Так, и продолжаем мы вязать далее теперь стенки нашего шопера. При вязании донышка я ряды закрывала хвостиком. Теперь нам этот хвостик уже не понадобится. То есть теперь каждый ряд мы будем просто закрывать отдельно. То есть хвостик оставляете, потом спрячьте его. Так, начинаем вязать наши стенки. Начинаем оттуда, откуда исходит этот хвостик. Хвостик спрячем. Так, сейчас 4 ряда провяжем просто без каких-либо прибавок, столбики без накида узором галочки в раскол. То есть таким же узором, как мы вязали вот это донышко, только без каких-либо прибавок. Идем по кругу и покажу, как будем закрывать ряды. Довязываем до конца первый ряд. Сейчас покажу, как будем переходить на новые ряды. Вытягиваем вот эту вот петельку. Так, крючок вставляем вот сюда. Захватываем шнур, подтянули одну вторую петлю и провязали первую петельку. Вот таким образом мы перешли на второй ряд. Так, сейчас вяжем второй ряд и еще третий, четвертый узором галочки в раскол. И далее у нас уже будет идти новый узор. Для всех 3 узоров, которые далее будут чередоваться, необходимо четное количество петель. Оно в любом случае получается, когда вязать по схеме идеального круга. То есть у меня в итоге при вязании моего круга, это 22 ряда, получилось 132 столбика без накида. Поэтому провязываю еще 2, 3 и 4 ряд. Напомню, что в этих рядах я никаких прибавок не делаю. И далее покажу, как вязать уже узоры. Так, мы провязали 4 ряда узором галочки в раскол. Сейчас начинается самое интересное. Теперь у нас пойдут различные узоры. Первый из них это узор шишечки, разновидность, потому что они бывают, вяжутся по-разному. Так, смотрите, закрываем этот ряд. Ниточку подтянули, вот эту петельку сделали меньше, придержали и провязали первую петлю,
вторая, третья, четвертая. Так, накид. Сюда же провязываем столбик с накидом 1 и еще один. Крючок заводим вот под эту нашу четвертую воздушную петлю. Протягиваем вот эту петельку. Так, и делаем 2 воздушные петли. Следующую косичку мы пропускаем, делаем накид и через одну. Снова провязываем. Теперь уже далее мы будем провязывать просто по 3 столбика с накидом. 3 столбика с накидом. Формировать из них шишечку. То есть вот крючок мы вводим сюда, потом в нашу петлю и протягиваем 2 воздушные петли. Так, снова следующую петельку пропускаем через одну. Как я и говорила, уже для всех наших узоров количество петель должно быть четным. У меня все 3 узора, они именно будут таковы, что количество петелек там четное. Раз, два, накид. Раз, два, три столбика. Вот сюда, откуда провязывали первый, захватываем нашу петельку и 2 воздушные петли. Вы можете пальчиками помочь все вот эти вот шишечки просто вот так вот в эту сторону вывернуть. Итак, это будет у нас первый ряд. Всего у нас 3 ряда узором шишечки. Как переходить на второй? Вяжем до конца. Я покажу, как мы переходим на второй ряд. Так, связали первый ряд. Сейчас покажу, как мы переходим на следующий ряд. Вывязали последнюю нашу шишечку, сделали 1 воздушную петлю. Так, и смотрите, вот сюда ныряем, делаем соединительную петельку. Все, то есть первый ряд мы закончили. Далее вот это расстояние между 2 шишечками, сформированное 2 воздушными петлями. Еще соединительную петлю делаем и провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И далее вяжем таким же образом. Так, вот 4-ю нашу петельку продеваем. Вот так сформировали 2 воздушные петли. Только уже наши эти шишечки провязываем вот сюда, там, где в предыдущем ряду было 2 воздушные петли. 2, 3 и 2 воздушные петли. Пальчиками помогайте вот так вот им выделяться. Таким образом, нам надо провязать 3 ряда этих шишечек, и далее мы перейдем на новый узор. Итак, довязываем 3-й ряд узора шишечки и переходим к новому узору. Одна воздушная петля. Закрываем наш ряд. Так, и теперь у нас начинается новый узор. То есть шишечки 3 ряда, далее вяжем новый узор. Воздушная петля, сюда же провязываем столбик без накида. Так, смотрите, вот эту петельку мы пропускаем. И далее снова вот в ту, которая находится над нашей шишечкой. Вот, смотрите, которая у нас была первая воздушная петля между этими шишечками, да, мы провязываем 2 столбика
под одну косичку. Так, далее вот эту воздушную петельку пропускаем. Снова идем сюда. 2 столбика без накида под одну косичку. Идем далее. И вот таким вот образом мы вяжем весь этот ряд. Далее начнет эту пропускаем, идем сюда, провязываем 2 столбика без накида под одну петлю. Идем до конца ряда. Итак, довязываем первый ряд. Смотрите, как будем переходить на второй ряд. Вот эту петельку вытягиваем. Вот сюда крючок между двумя. Вот видите, мы в каждую петельку провязывали по 2 столбика без накида. Между первым и вторым протянули. Вот так вот немножко подтянули это все. И крючок вставляем. Вот у нас 2 петли. Вот так, как галочки в раскол, да, то есть раскалываем петлю, вытягиваем шнур, вот этот, чтобы у нас не, вот эта петелька, чтобы не убегала, ее тоже на крючок, вот, все подтянули, провязали первую петельку и сюда же провязали вторую. Вот так вот мы перешли на второй ряд. И узор состоит в том, что вот смотрите, мы провязывали по 2 столбика без накида под одну косичку. И теперь в каждую вторую в раскол мы опять же провязываем по 2 столбика. Первый столбик без накида, второй столбик. Между ними ничего нет. То есть первую пропускаем во вторую. Раскалываем петельку. Раз, два. Это у нас второй ряд. Таких свяжем еще 4. То есть итого вот этим узором мы вяжем 6 рядов. Как переходить, я вам показала. Потом еще, когда буду закрывать 6-й ряд, еще раз покажу. Итак, довязываем 6-й ряд нашего второго узора. Вот смотрите, легко посчитать по этим вот косым петелькам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам необходимо было вторым узором связать 6 рядов. Итак, заканчиваем. И третий ряд узоров у нас будет филейная сетка. И сразу же начинаем вязать филейную сетку. У меня есть отдельное видео по вязанию, как я вяжу филейную сетку, и 3 варианта закрытия ряда. Я вам покажу здесь самый простой. Если интересно, ссылку на видео оставлю в описании под данным роликом. Вытягиваем вот эту петельку, крючок вот так, заводим с обратной стороны, подтянули, петелька у нас вот такая вот длинная, еще раз заводим под эту косичку, 2 петли на крючке, провязали и 1 воздушная петля. Вот мы связали искусственный столбик с одним накидом. Далее у нас идет воздушная петля, и через одну петельку мы вяжем столбики с накидом. Это первый ряд. Далее покажу, как дальше будем вязать узор. 1 воздушная петля, далее снова пропускаем петельку и столбик с накидом, воздушная петля, 1 косичку пропустили, далее вяжем столбик с накидом. И так идем по кругу первый ряд. Когда подойду к завершению первого ряда, покажу, как переходить на второй ряд.
Итак, довязываем первый ряд филейной сетки. Воздушная петля. Смотрите, как переходим на второй ряд. Крючок вот сюда. Тут еще у нас одна воздушная петелька и столбик с накидом. Так. Подтянули. Вот эта петелька должна быть вот такая длинненькая. И еще раз ее сюда же заводим. 2 петли на крючке. Провязали. Воздушная петля. Вот это искусственный столбик с накидом. Между столбиками с накидом у нас воздушные петли. Провязываем воздушную петельку. И смотрите, как я вяжу узор филейная сетка. Делаем накид. Крючок вот сюда. И с обратной стороны мы его продеваем не только через через нашу петельку, но еще и через перемычку. То есть мы его заводим глубоко. Вот. Вот с обратной стороны наша петелька и еще перемычка. Воздушная петля, накид. Ныряем глубоко. Вот, чтобы с обратной стороны у нас была не только наша вот эта петелька, но еще и перемычка. Снова воздушная петля, столбик с накидом. И заводим вот так вот глубоко крючок, чтобы красиво смотрелась наша филейная сетка. Все, таким образом вяжем, довязываем до конца узор филейная сетка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-й ряд. Так, и теперь, смотрите, у нас чередовались 1, 2, 3, это 3-й узор. Вот наш раппорт. Далее мы опять же повторяем вот эти 3 узора. То есть сейчас мы переходим на новый ряд и будем вязать 3 ряда узором шишечки. После узора шишечки идет вот этот вот узор 6 рядов и снова 6 рядов филейной сетки. То есть вот этот раппорт повторяем еще раз. Так, как переходим на новый ряд, чтобы вязать шишечки, смотрите. Так, просто делаем соединительную петельку. И вот в эту ячейку заходим. И еще одна соединительная. 4 воздушные петли. И все. Получается, что в эти ячейки мы провязываем вот эти наши шишечки. Как вязать этот узор я уже показывала, повторять не буду. То есть вот вначале покажу, что эти шишечки вяжутся именно вот в эти наши ячейки. Все, а далее вы самостоятельно повторяете все вот эти 3 узора. То есть делаем вторую полоску из этих 3 узоров. Вяжем самостоятельно. Вот этот вот раппорт. Основную часть своего шопера я уже связала. То есть остановились мы на том, что вам необходимо было повторить вот этот вот раппорт. Да? То есть 3 вот эти узора. Мы повторили. Смотрите, 1, 2, 3. И связали еще узор номер 2. Вот этот вот узорчик наш с нашего раппорта еще один раз. 6 рядов здесь у нас. То есть смотрите, 2 раппорта узора и узор номер 2, 6 рядов. Все, основная деталь нашей сумки, она уже готова. Так, размеры получились. Вот эта вот ширина у нас получается 37 сантиметров. Высота, именно высота, начиная с момента вязания первого узора, 28 сантиметров. И еще смотрите, при вязании, да, при вязании, когда мы после нашей филейной сетки вяжем шишечки,
сумочка немножко расширяется, не пугайтесь. То есть это просто сам узор себя так ведет. Если шишечки немного, ой, если филейная сетка немного сужает нашу сумку, то шишки ее расширяют. И в итоге, когда я провязала все вместе узоры, ну, это даже смотрится очень оригинально именно от того, что узоры разные, контрастные, и все вместе они формируют вот такой вот, по мне, интересный узор. Я, знаете, что сделала? Я через марлю немножко ее все-таки разутюжила. То есть вот эта часть, где у нас второй узор с филейной сеткой, она немножко сужается. И я через марлечку просто немножко, ну, как бы сравняла все узоры. Вот, получается так. Так, и теперь что мы делаем? Сейчас мы будем формировать ручки. Итак, смотрите, как мы намечаем, где мы будем вязать наши ручки. Вязать будем вот этим же узором. Вот это узор номер 2. Вот наш уголок, да. Мы складываем на половинку наш шопер. Итого у нас получается 132 петли. Так, смотрите. Вот на уголочке, вот здесь у нас будет 2 петельки. Это мы оставляем как бы для углов. То есть вот начало вязания, вот уголочек. И просчитываем, провязываем 18 столбиков без накида нашим узором. Вот 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 провязали до маркера. Далее набираем 73 воздушные петли. Вы можете померить, какова у вас будет высота ручек, как вам удобно. Я примерила. И количество петель должно быть нечетным, потому что мы здесь сверху тоже будем провязывать вот этот же узор. Вот здесь внутри пропускаем 28 петелек. Далее снова провязываем 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Для уголочка на углу провязываем 2 столбика без накида. Можно его пометить, чтобы не запутаться, потому что провязав эти 2, мы далее начинаем снова отсчет и вяжем 18 столбиков. Переворачиваем наш шопер и все. И вот здесь до маркера мы снова провязываем 18. Вяжем уже вместе. Два. Вяжем мы по 2 столбика без накида. Вот эту вот во вторую петельку, причем в раскол. Я это уже показывала. То есть вот тут, смотрите, как выходит крючок. Довязываем 18 столбик и набираем 73 воздушные петли. Провязали 73 столбика без накида. И за маркером вот сюда опять же провязываем по 2 столбика без накида во вторую петельку предыдущего ряда. В раскол вяжем. И следуем до нашего маркера. И маркеры, в принципе, вот до маркера мы провязываем 18. И еще раз повторюсь, что по 2 столбика без накида это на уголках. Ну, это у меня так. Провязываем 18 столбиков без накида. Еще раз покажу, как перейти на другой ряд.
на новый ряд и покажу, как мы будем делать обвязку именно на наших воздушных петельках. Все, 18 провязали. Провязываем боковинку, 2 столбика без накида. Далее наши маркеры можно снять. Смотрите, как переходим на новый ряд. Вытягиваем петельку. Я это уже показывала при вязании этого узора. Покажу еще раз. Все хорошо подтянули. Сразу во вторую петлю ныряем. Вот эту нашу петельку придерживаем. И снова провязали. Вот, 2 столбика без накида во вторую петлю предыдущего ряда. Все, маркеры теперь сняли. Вяжем до ручек. Так, смотрите. Довязали мы до нашей ручки. Сейчас будем вязать наш узор на ручке. Но до этого вот эти 2 петельки мы их пропускаем. Вот, видите? Мы их пропускаем и идем сразу на первую петельку, которая на ручке. Смотрите, как мы захватываем. С левой стороны у нас 1 петелька, справа 2, да? И то же самое мы вяжем наш узор, чередуя, пропуская одну воздушную петлю. То есть вот в одну петельку провязали 2 столбика без накида, следующую пропускаем и в эту снова 2 столбика без накида, пропускаем, 2 столбика без накида. Вяжем самостоятельно, подходим к другой стороне, покажу, что я делаю. Так, смотрите, вот провязала практически до конца я на нашей ручке. Остается 1 петелька, пропускаем в эту. Смотрите, где мы находимся. В эту провязываем 2 столбика без накида. Все, и далее по узору. Дальше мы должны вот в эту петельку, то есть вот эту пропускаем и в эту провязать 2 столбика без накида. Вот таким образом ручку мы обвязали. Все последующие ряды, а здесь вы уже сами смотрите, какую толщину ручку вы хотите. То есть я показала, как это делать и как вот здесь вот переходить. Далее мы все вяжем по узору. То есть уже следующий ряд на ручке, он хорошо прорисовывается. Вот 2 петельки сюда, 2 сюда, 2 сюда и так далее. То есть далее вы уже смотрите, какой толщины вы ее хотите. Я свяжу необходимое количество рядов и покажу вам. Ручку на противоположной стороне обвязываем точно так же. В начале, вот здесь, как я и показывала, мы вот эти 2 петельки пропускаем. Здесь аккуратно спускаемся. Тут сразу видно, что тут 1 петельку мы провязали, вот эту мы пропустили. То есть оно аккуратно переходит на новый ряд. Вяжем самостоятельно. Как я связала ручки для своего шопера. Смотрите, я связала 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. То есть, как по мне, этого вполне достаточно. Вот как сверху он выглядит, да. Осталось только завершающий этап. Я еще хочу сделать отделочную строчку. Так, провязав вот на ручках 5 ряд, а здесь у меня это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов вот этого цельного рисунка. На ручках 5, вот здесь вот 6. Так, смотрите, как переходим, если вы будете так же, как и я, делать обвязку. Провязав последнюю петельку, вот мы ее вытягиваем. И с изнаночной стороны, смотрите, идем в следующую петлю, сюда крючок и сюда протягиваем шнур. И вот так вот соединительными петельками, как я обычно и делаю эту строчку. Так, чтобы край был более плотным, более таким эффектным. Смотрите, как получается, да. По желанию можно, конечно, и внутри ручки сделать то же самое. Но я уже не буду показывать, я не буду внутри делать. Только снаружи. Сейчас довяжу до конца ряда, покажу еще, как закрыть ряд. Вот так вот по 2 косички
Идем по всему периметру. Так, смотрите, вот отсюда мы начинали вязать нашу отделочную строчку. Одну петельку не доходя, я уже отрезала хвостик. Вот так вот вытягиваем и делаем искусственную петлю. Вот таким вот образом. Все, там красиво прячем хвостики. Все, шопер готов. Еще по желанию, если хотите, можно вот здесь вот прикрепить кнопочку внутри, но я не буду этого делать. Я просто прикреплю вот эту вот бирочку. Итак, мой шопер уже связан. Ширина получается 37 сантиметров. Вот это вот, да. И длина, не учитывая ручки, до ручек, 38 сантиметров. Вот такой вот невесомый. По весу получается где-то чуть меньше, чем 400 грамм. Ушло всего практически 3 мотка пряжи Карамель Бэби, да, вот что осталось с третьего моточка. Так что шопер получается даже очень бюджетным, оригинальным, невесомым. Вот, если вам полезен был мой видеоурок, если вам понравилось мое видео по вязанию вот такого вот шопера, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, будет много чего интересного. Всем пока-пока.